После вооруженной агрессии против Польши 1 сентября 1939 года и ее оккупации немецкой армией, последующего 17 сентября советского нападения, наступил раздел польских земель. Город Освенцим был включен в состав Третьего рейха. Хотя первые концлагеря в Германии появились в 1933 году, но в них содержалось нежелательные элементы – это политзаключенные, уголовники и евреи. После начала Второй мировой войны немцы принялись основывать концлагеря в оккупированных странах. Так Аушвиц стал государственным учреждением. Он был образован в середине 1940 года в предместье польского города Освенцим. Город получил немецкое название Аушвиц, которое также стало названием лагеря – концентрационный лагерь Аушвиц. Поводом к основанию лагеря были массовые аресты поляков и, соответственно, нехватка тюрем. В 1942 году лагерь переродился в центр геноцида евреев. Гарнизоном концлагеря Аушвиц были члены СС. В 1940-1941 годах немцы выселили жителей части Освенцима и 8 ближайших деревень и построили Аушвиц. Вблизи лагеря были организована инфраструктура для нужд лагерного гарнизона СС. Довоенные предприятия были переориентированы на производство нужд военной экономики Третьего рейха. Удобное расположение лагеря, а также удобное железное дорожное сообщение было причиной расширения лагеря. Итак, существовало три главных части лагеря Аушвиц, которые назывались Аушвиц-1, Аушвиц-3, Маннавиц или Бауна и Аушвиц-2, Биркенау, в котором и пойдет речь в данном видео. Биркенау был самый большой концлагерь, более 300 бараков, и насчитывал более 900 тысяч заключенных в 1944 году. Надпись на воротах Аушвиц трудового лагеря и лагеря смерти гласит: «Труд ведет к свободе». Но правда была противоположной. Нацисты даже называли уничтожение работой. При поступлении в лагерь заключенных брили на лысо, а волосы в дальнейшем использовали в промышленности – полотна ткани, канаты. У прибывших узников отбирали все. Вещи евреев очень тщательно обыскивались. Любому члену СС, присвоившему вещи еврея, грозила смерть. Ценные предметы принимали особый административный отдел лагеря, после чего специалисты сортировали их. После сортировки предметы и деньги отправляли в Берлин, в Главное административно-хозяйственное управление СС, а оттуда в Имперский банк. Часы тысячами высылались в Закхенаузен, где их чинили сотни узников под личным надзором Маурера. После их отправляли в распоряжение фронтовых отделов СС и армии для служебных целей. Некоторые евреи, прибывшие в лагерь, были очень богатыми, и это служило огромным искушением для членов СС. Их не пугала даже смертная казнь. Также в лагерях отбирались заключенные для медицинских экспериментов в нацистской Германии во время Второй мировой войны. Заключенные принуждались к участию в таких экспериментах, а те, в свою очередь, приводили к смерти, обезображиванию или потере дееспособности. В Освенциме и других лагерях под руководством доктора Эдуарда Вирца отбирались заключенные для экспериментов, которые были разработаны для того, чтобы помочь немецким военнослужащим в боевых ситуациях, разработать новое оружие и методики лечения немецких солдат, получивших ранения. Особую функцию выполняли эксперименты в продвижении расовой теории для Третьего рейха. Эксперименты проводились над близнецами, гомосексуальными мужчинами с гипотермией, малярией, горчичным газом, сульфанамидом, с морской водой по стерилизации, с ядами, зажигательными смесями, а также с перепадами давления. В этой камере, судя по значку, нашитому на одежде, которая выдавалась всем заключенным, пребывал уголовник. Они несколько сот заключенных, главным образом немецкой национальности. Среди них
Лагерное начальство часто выбирало заключенных, которые помогали эсэсовцам в поддержании лагерного порядка. И, как мы видим, камера у него с полным достатком. Также мы можем видеть камеры, в которых содержались заключенные евреи и другие заключенные, которые не участвовали в жизни лагеря как зондеркомандер или помощники нацистов. Танка из-под циклона Б и комки диамитовой земли, из которых выходил газ. Все лагеря и филиалы комплекса Аушвиц немцы окружили вышками и колючей проволокой. Любой контакт узников с внешним миром был запрещен. Запретная зона выходила далеко за пределы ограждения колючей проволокой лагерей. Она занимала площадь около 40 квадратных километров, так называемая зона интересов, вокруг лагерей Аушвиц-1 и Аушвиц-2 Биркенау. Уничтожение в концлагере Аушвиц проходило следующим образом. Евреев делили на две группы, мужчины и женщины, а потом как можно спокойнее вели в крематорий. В раздевалке узники из-за зондеркомандер разговаривали с евреями на их родном языке, объясняли им, что их привели сюда помыться, провести дезинфекцию. Потом их направляли в камеру, где в потолке было нечто похожее на душевые установки и водопроводные трубы, чтобы у евреев не было подозрений до последнего. В одну печь помещались обычно 3 трупа, но это зависело от размера тел, ровно как и времени сжигания, составляющего в среднем 20 минут. В крематории за сутки могли сжигать до 1500–2000 трупов. Увеличение этих чисел приводило к аварии. Процесс сжигания проводили евреи из зондеркомандер. Они исполняли свои обязанности с тупым равнодушием. Все их старания сводились к тому, чтобы как можно скорее справиться с работой и иметь перерыв, поискать табак и еду в одежде убитых. Хотя их хорошо кормили и давали добавочные порции, часто можно было видеть, как, волоча одной рукой труп, в другой они держали что-то съестное и жевали. Даже такая страшная работа, как выкапывание трупов из общих могил и сжигание их, не мешало им есть. Они не выходили из равновесия даже при виде трупов своих близких, которые им предстояло сжечь. 27 января 1945 года около 7000 узников в лагерях освободили солдаты Красной армии. Музей был открыт в июле 1947 года на территории двух бывших концлагерей Аушвиц-1 и Аушвиц-2 Биркенау общей площадью 191 гектар. В 1979 году, по предложению Польши, территория бывшего лагеря была включена в список мирового наследия ЮНЕСКО. Вскоре после освобождения бывший концлагерь массового уничтожения людей Аушвиц стал мемориалом памяти. Музей Аушвиц доступен для посещения людей. По мотивам книги «Освенцим глазами СС» и фотографии посещения мною музея в 2010 году.